Всем привет! Сегодня мы расскажем про внедорожники Tank 300 и Tank 500, которые начали продаваться в России. Изюминкой этих автомобилей является схожесть внутри и снаружи с престижным Mercedes Гелендвагеном и в то же время с УАЗ Патриотом. Также поведаем, как серые дилеры умудрились немного подпортить старт продаж танкам и с этого заработать. Дополнительно осветим свежие подробности о ценах и поставках на территорию СНГ. А вы подумайте, напишите в комментариях, почему китайские автомобили прут на российский авторынок, а наши лады не особо-то и спешат к КНР. Также прошу вас подписаться на канал и поставить лайк прямо сейчас. За это в конце с меня не смешной анекдот. Официально Tank 300 и Tank 500 только готовятся к дебюту в России, но купить их уже можно у серых дилеров. Подобные салоны готовы привозить эти автомобили под заказ и называют цены весьма нескромные. При этом на порталах объявлений можно найти более солидный 500-й танк, дешевле, чем 300-й. Видимо, второй более популярный в РФ. Tank 300 это рамный внедорожник с оригинальным дизайном в ретро-стиле. Длина кузова в 4760 мм и колесная база в 2750 мм напоминает Toyota Fortuner и с чем-то отечественный УАЗ Patriot. Tank 300 компактнее, чем Haval H9, хотя сделаны на одной платформе GMP-01. 300-й оснащен бензиновым 2-литровым турбомотором 227 лошадиных сил и 381 Ньютон-метр и классическим 8-ступенчатым автоматом. Tank 500 по размерам соответствует Haval H9 с длиной в 4878 мм и колесной базой в 2850 мм. Он может претендовать на замену Toyota Land Cruiser 300. Автомобиль обладает богатой комплектацией, у него полный привод с понижающей передачей, блокировки обоих дифференциалов и целых 11 режимов езды по бездорожью. Теперь о ценах. В Китае за 300-ю модель просят от 1 680 000 рублей по текущему курсу. У нас внедорожник продают от 3 до 5,7 миллионов рублей в зависимости от комплектации. Если сравнить разницу с Китаем за самую дорогую комплектацию 5,7 миллионов рублей, то у себя на родине она стоит 2,36 миллиона рублей. Tank 500 у нас продают за 5,1 – 6,3 миллиона рублей. В Китае он стоит от 2,83 до 3,33 миллиона рублей. Учитывайте, что серые дилеры в объявлениях о продажах этих моделей указывают, что машины поставляются под заказ и конечная цена будет зависеть от курсов валют. Кому не терпится, можно заказывать, ну а кто готов немного подождать, купит не ранее начала 2023 года, когда внедорожники начнут импортировать из Китая. И не факт, что дешевле. В случае успеха не исключена их локализация на заводе под Тулой. Ну а вы бы какую модель выбрали из этих внедорожников или прошли бы мимо? Пишите в комментариях. Ну и обещанная мною шутка юмора. Одна подруга хвастается другой. Ты знаешь, только Васе удалось разбудить во мне женщину. Ну еще бы, с таким будильником. А на этом все. Буду держать вас в курсе всех событий. Не забудьте за мою работу поставить свой царский лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик. И помните, когда хорошо, не обязательно делать еще лучше. Главное не испортить то, что есть.